Хитрый ход Байдена до прихода Трампа. Израиль угрожает новой власти в Сирии, а в России горят НПЗ и заставляют мигрантов учить русский. С вами Нехта. Самые важные и интересные новости. В Брянске взрывалась нефтебаза, а в Таганроге под удар попал военный аэродром. Целые ли самолеты? Полыхает и полыхает, блин. День траура в Запорожье. Завалы все еще разбирают, однако есть и хорошие новости. Сегодня второй день рождения. Сирийского военного флота больше нет. Последствия ночной атаки Израиля. Зачем Цахал бомбил Сирию? Я разрешил ВВС бомбить стратегические военные объекты, оставленные сирийской армией. Дорогие подписчики, я все вижу, вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас, ну или чуть позже, главное об этом не забыть. Так, наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей, ну а мы врываемся в новости. Минимум 10 взрывов помешали сну жителей Таганрога. В ночь на 11 декабря украинские ракеты атаковали военный аэродром. Позже местные власти пытались успокоить население. Это якобы работала система ПВО, а глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что повреждено некое промышленное предприятие и сгорели 14 авто. Позже мэр Таганрога добавила подробностей: горела котельная. Без тепла было около 30 домов. Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12:00 восстановить поврежденную котельную. В Брянске после атаки беспилотников загорелся производственный объект, сообщил глава региона Александр Богомаза, точнее, нефтеперерабатывающий завод. Пожар вроде как оперативно потушен и никто не пострадал. Полыхает и полыхает, блин. Всего, по словам Богомаза, за ночь на территории Брянской области были уничтожены 10 беспилотников самолетного типа. Позже Минобороны РФ отчиталась, что сбили якобы 14 беспилотников, а может Атакамс. Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу. Был нанесен удар по нефтебазе в Брянской области РФ. Нефтепровод Брянск, наливной пункт нефтепровода «Дружба», основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного горючего на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Активно используется для снабжения оккупационной армии РФ. США выделяют Украине кредит на $20 миллиардов. Погашать его будут за счет доходов от замороженных активов РФ. Кроме того, администрация Байдена планирует новые санкции против экспорта российской нефти, пишет Bloomberg. Таким образом, надеялись еще больше навредить Кремлю перед приходом Трампа. Детали возможных мер пока прорабатывают, а в Кремле кусают локти. Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее наследство. Тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. И очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Байден долго сопротивлялся подобным шагам. Президент США побаивался, что это спровоцирует скачок цен на энергоносители в преддверии выборов. Впрочем, с падением цен на нефть и с учетом победы Трампа уходящая администрация готова к более агрессивным действиям. Это важная информация для нас, важная новость, потому что мы должны понимать, что сейчас Украина находится в очень непростом периоде фактически таком пиковом в контексте противостояния российской агрессии. И как раз-таки нам эти деньги очень важны, особенно когда в Соединенных Штатах Америки происходит транзит власти, и мы не знаем, какой будет помощь со стороны Соединенных Штатов во времена второй администрации Дональда Трампа, и я думаю, что как раз-таки вот эта вот подушка безопасности будет нам очень важна и во время этого транзитного периода, и во время начала правления Трампа, которое начнется 20 января следующего года. Я думаю, что все это также было согласовано с будущей администрацией, потому что мы видим, как тесно контактируют команды Байдена и Трампа между собой. И не исключаю, что как раз-таки это и произошло, скажем так, с одобрения
и Дональда Трампа. День траура в Запорожье. Люди несут свечи и цветы к месту удара российской ракеты частной клинике. На момент записи выпуска известно о 8 погибших. Спасатели все еще разбирают завалы. Более 20 человек ранены, среди них 5-летний ребенок. Чудом минувшей ночью из-под завалов удалось вытащить 2 женщин. Они дозвонились родным и сообщили, что заблокированы под обломками здания. Рядом со мной находился другой врач. Ее привалило сильнее, я сразу выбралась, начала кричать «помогите». Позвонила мужу, прибежал муж, сразу подъехали спасатели, меня достали. Рядом со мной доктор была, я ее частично откопала, частично достали уже спасатели. 160 спасателей трудились всю ночь и продолжают разбирать обломки. Там еще могут находиться как минимум 2 человека. Оккупанты ударили по центру города накануне во второй половине дня. Ракета разрушила офисное здание. 10 лет назад тут располагалось промышленное предприятие. На одному з її поверхів була розміщена безпосередня клініка, на яку і прийшовся основний удар ворожою ракетою, скоріш за все, північно-корейського виробництва. Після того, як ворог в 15-й поцілив по цьому об'єкту, то одразу рятувальники, поліцейські почали рятувати наших мешканців. Украине есть чем ответить на «Орешник». Успешное испытание прошла новая ракета «Рута», сообщил Зеленский. Президент Украины, впрочем, не привел никаких подробностей относительно технических характеристик ракеты. Прояснили ситуацию эксперты. Данного средства поражения, с учетом того, что если мы говорим, что данное средство поражения может запускаться с крыла самолета, то, соответственно, и дальность действия может быть до 1000 километров. Тут самый главный вопрос полезной нагрузки. То есть я всегда говорю, что там 450 килограммов демократии намного лучше, чем, допустим, там 150. Но опять же, можно говорить о разных видах полезной нагрузки, там кумулятивные заряды, либо же там осколково-фугасные. То есть тут нужно понять, что для каких целей мы будем использовать: для ударов по военным объектам, либо же для ударов по производственным мощностям Российской Федерации. С учетом уже, допустим, того же пекла, той же поляницы, вот, той же, опять же, этой руты мы можем говорить о том, что, в принципе, мы можем делать комбинированные удары, которые позволят нам уничтожать большое количество важных объектов на территории Российской Федерации. Кроме того, в серийное производство поступила новая дальнобойная ракета «Дрон Поляныця». И первое боевое применение успешно прошла ракета «Дрон Пекло», что в переводе на русский означает «ад». В ближайшие дни силам обороны передадут первую партию адского оружия. Кроме того, у партнеров собираются просить больше систем ПВО. Их нужно как минимум 12. Переговорив з головкомом про те, що потрібно, щоб дати більше безпеки нашим містам. І говоримо з усіма партнерами про додаткові системи ППО. Ми зараз маємо недостатньо систем, щоб захистити нашу країну від російських ракет. Але партнери мають ці системи. Знову і знову повторюємо, що ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах зберігання. Госдума приняла в 3-м и окончательном чтении закон о запрете брать в школу детей-мигрантов без знания русского языка. Но не перепутайте, это в Украине засилье фашистов из-за якобы принудительного обучения на украинском. Закон поддержали 409 депутатов Госдумы, 1 лишь выступил против. Спикер Госдумы Володин отметил, что помимо знания русского языка при зачислении в школу будут проверять и законность нахождения ребенка в России. Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка. С начала года Государственной Думой принято по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.
Наслаждаться стабильностью и спокойствием призвал сирийцев временный премьер-министр страны Мухаммад Аль-Башир. Тем временем, как израильские военно-морские силы уничтожили сирийский военный флот. Израильская армия объявила, что за последние 48 часов нанесла около 500 ударов по территории соседней страны и уничтожила 15 кораблей. Кроме того, целями Цахал стали зенитные батареи, аэродромы, места производства оружия, склады вооружений, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции. У нас нет намерения вмешиваться во внутренние дела Сирии, но мы собираемся сделать все необходимое для обеспечения нашей безопасности. Поэтому я разрешил ВВС бомбить стратегические военные объекты, оставленные сирийской армией, чтобы они не попали в руки джихадистов. Мы хотим отношений с новой властью в Сирии, но если этот режим позволит Ирану вернуться и обосноваться в Сирии, или же разрешит передачу иранского оружия Хизбалле, или же нападет на нас, мы ответим решительно. То, что случилось с предыдущим режимом, случится и с этим. Ряды политзаключенных в Беларуси пополнились. Пенсионерке Анне Стрижевич дали 4 года колонии якобы за оскорбление Лукашенко. Суд проходил в закрытом режиме, и подробности дела неизвестны. Правозащитники «Весны» предполагают, что ее могли судить за помощь политзаключенным. Известно, что женщина активно писала им письма. Кроме того, сегодня в Шклове будут снова судить журналиста Игоря Корнея, который уже приговорен к 3 годам колонии. Из-за якобы неповиновения администрации колонии ему собираются добавить еще год заключения. Корней – известный в Беларуси краевед и блогер. Также по статье о клевете и оскорблении Лукашенко к 4 годам колонии приговорили журналистку Ольгу Родионову. Группа профессоров Норвежского университета номинировали «Монеточку» и Noise MC на Нобелевскую премию мира 2025 года. Об этом в своем Инстаграм сообщил журналист Владимир Раевский. Оба музыканта покинули Россию после начала полномасштабного вторжения и поддерживают Украину. Вместе с мужем «Монеточки» они создали благотворительную группу Voice of Peace, которая отправляла все деньги от продажи билетов и пожертвования, собранные во время концертов, украинским беженцам. Самое важное – это то, что они представляют своими голосами новые поколения, которые очень сильно высказываются за гуманистические ценности. На этом у меня для вас вся информация. Спасибо, что поддерживаете нас материально. Постоянных донаторов вы видите сейчас на своих экранах, поэтому становитесь спонсорами. Нажимайте кнопку «Супер спасибо» под видео. Все виды поддержки в ссылке в описании под этим роликом. Также призываю воспользоваться VPN. Статья «Как именно вы можете это сделать» по ссылке в описании к этому видео. На этом все. До новых встреч.